Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Я, Ольга Красикова, рада вас приветствовать на своем канале «Плетем вместе». Для крестовины я беру, наращиваю трубочки, я беру 20 трубочек, наращиваю их между собой. Крестовину собираю нижнюю 3 на 3, а верхняя у меня будет крестовина, которая будет поперек 2 на 2. То есть мне всего нужно 20 стоечек. Трубочки у меня накручены на спицу 11 миллиметров. Окрашены. Можно посмотреть по ссылочке у вас на экранах. Крестовину я плетать начинаю и плету так же, как и просто крестовину ситцем. Ссылочка сейчас появится у вас на экранах. Можно будет посмотреть подробнее. Так как я здесь верхнюю крестовину закладываю из 2 трубочек, то делать я буду вверху 2 ряда. 2 ряда проплела, добавляю еще одну трубочку. И начинаю сразу разводить стойки. Уже веревочку, плету веревочкой в 2 трубочки. Проплела 7 рядов. Теперь буду поднимать за 2 рабочие трубочки, чтобы не мешались, убираю в плетение, убираю внутрь плетения вот сюда вот. Здесь надламываю и за 2. Надламываю и за 2. Далее плету так же, как и тарелочку вот плела. Ссылочка на видео у вас на экранах. Проплела 4 ряда веревочкой в 3 трубочки вот, оранжевыми. Ряд веревочки обратной красными, чтобы получить эффект косички внизу. И окантовочную веревочку, тут обратную прямую, желтыми. Теперь добавила каждой стоечке красные стоечки. Теперь добавляю желтые, и сразу они же будут использоваться у меня для косички, поэтому сразу деваю на них коктейльные трубочки. Коктейльные трубочки, если вот так согнуть, а потом выпрямить чуть-чуть, они не проскакивают до конца, а остаются на том месте, на котором вам нужно, чтобы удобнее плести было. Не надо было постоянно их поправлять. Здесь поменяла цвет на рыжий. Буду плести дальше ситцем оранжевыми трубочками. Между 2 красными вставляю еще оранжевую стойку. Проплела нужное мне количество вверх. У меня это получилось 5 рядов. Начинаю отгибать желтые трубочки на юбочку. И проплетаю еще ряд оранжевыми ситцем. Доплела до начала ряда. Это будет центральная у грудки. Я делаю укороченные ряды, начинаю делать в обратную сторону плести. Одну оставляю. И начинаю плести укороченные ряды в обратную сторону. Так как вот эти расставленные в стороны плести неудобно с ними, поэтому я займусь сначала юбочкой. Снимаю кончики, подрезаю, чтобы было удобнее протягивать. И так же, как на тарелочке, буду протягивать. Так, вот так, наверное, будет достаточно. Протянула под веревочку в 3 трубочки. Получились вот такие кончики. На этих кончиках начинаю плести юбочку. Распрямляю их. Делаю вот на красными трубочками буду плести. Так, одеваю. И веревочку в 2 трубочки плету. Я доплела юбочку. 4 ряда у меня получилось веревочки в 2 трубочки. И теперь можно просто вот так же, как и здесь,
отогнуть и пропустить внутрь плетения. Там подрезать их, и вот такая юбочка будет красивая у курочки. Сейчас я хочу попробовать сделать косичку. Перехожу плести на колени. Закладываю дополнительные. Перегибаю стоечку. Буду плести на 3. Поэтому закладываю дополнительных сразу 2. И последние 2. Теперь начинаю плести косичку. Поднимаю нижние. Так как у нас этот хвостик маленький, нижний, я его буду обрезать, чтобы не наращивать. Опускаю. Этими 2 накрываю. Вот такая юбочка получилась у курочки. Момент стыковки на коленях показывать совсем неудобно, поэтому как плести косу можно посмотреть подробно видео по ссылочке. Ставлю форму. Продолжаю плести ситец. Так, вот здесь я начинала укороченные ряды. Это моя центральная стоечка. Значит, я начинаю вот с этой стороны делать укороченные ряды. Вот так вот разворачивать. Разворачивать я буду на каждой стоечке 1 раз, чтобы курочка получилась не очень, у нее хвостик был поднят. Дошла до этой стороны. Здесь я уже делала разворот. Буду делать разворот уже на другой стоечке. Вот на этой. То есть по 1 разу. И так до конца, пока не сойдутся наверху. Так, доплела до конца. Хвостик вот здесь вот я развернула. Это получается последняя. Плела. Вот. Последнюю развернула. Ну и вот здесь вот разверну, чтобы плетение в одну сторону пошло. Меняю цвет. У меня будет дальше красными. Веревочка в 3 трубочки сплетена. И 3-ю трубочку вот просто сюда прячу. Вот так хвостик. И вот так вывожу. И плету прямую веревочку из 3 трубочек, окантовочную. Закрываю ряд прямой веревочки. Так, окантовочной веревочки достаточно 1. Далее я буду плести крылышки, выплетать. Для того, чтобы это сделать, так, я поменяю цвет обратно на оранжевый у трубочек. Так, нахожу свой центральный стоячок. Вот он. Здесь у меня будет грудка. Добавляю к центральной 2, к этим 2 по бокам по 1, еще для ручки. Теперь увлажняю стойки. Так как у меня крылышки будут чуть-чуть внутрь загнуты, я сейчас буду придавать им форму. Надо чуть-чуть их увлажнить. Готовлю зажимы. У меня будет небольшой подъем у крылышек. Устанавливаю их симметрично. Для веревочки просто вниз
Закладываю дополнительные трубочки, потому что веревочка будет 2 трубочки. Вниз заложила и начинаю плести. Сначала прямую веревочку, чуть-чуть наклоняя крылышки внутрь. Перед плетением обратной веревочки из двух в 2 трубочки надо будет срезать маленькие стойчики. Закрываю ряд так же, как обычно, веревочки. 2 перед, 1 за. И следом проплетаю ряд обратной веревочки. Так, к этим я добавляю еще 2, которые сейчас пойдут. То есть вот эти 2 сейчас уйдут в загибку. Здесь 2 в загибку уйдут. Добавляю еще 1. К центральной добавляю еще 1. Их будет 5. Здесь добавляю 1. Так, центральная. И здесь. Увлажнила стойчики. И буду делать самую простенькую загибку. То есть загибку буду делать с хвостика. Загибаю все стоечки через одну на себя. Нет, они будут сзади. Убираю назад их. И загибку делаю без них. Те, которые на грудку, убираю назад. Здесь 3. Здесь 2. Вперед все трубочки вывела. Теперь буду делать вот так. Завожу под трубочку и за одну. Вывожу внутрь. Вот у меня такая проволока. Продеваю ее в трубочки. Здесь я нарастила, получается, у меня 2 трубочки по длине. И добавляю к центральной. Это будет центральная трубочка в ручке. Закладываю трубочку. И плету ситцевым плетением. Сначала на 3 стоечках делаю ряд. То есть вот на 3. А потом уже к ним эти 2 добавляю.
крайнее. Внутри кончики, если есть возможность, лучше, конечно, вот красные, получается, у меня вторые идут. Я красные просто отрежу покороче. Вот они подсохли. А оранжевые заведу за одну. То есть вот вышла трубочка. И за одну стойки вниз. Как мы поднимаем при плетении, только стойки вниз завожу. Опускаю. Вот так. Чтобы не были видны пенечки. Потом я их подрежу, проклею и подрежу. Задумалась и немного не сняла. Проплела грудку до того места, где сужаться начала уже плести, стало тяжело ситцем. Надо срезать. Вместо того, чтобы срезать эти стоечки, я их убрала вот назад по две с центра, две с этой стороны, две с этой стороны. Это будет ручка. На ручку пошло. Далее плету дальше голову на центральных, на этих трех парах. От начала шеи вверх я проплела 38 сантиметров. Вполне нормальная голова получилась. То есть 38 сантиметров, 38-40 сантиметров будет достаточно. Все, голову я связываю. Она должна высохнуть, приклеиться, чтобы не очень видно было. Трубочку протягиваю. Это вот будет центральная формироваться стоечка у меня вот здесь вот. И две еще протягиваю. Это будут боковые. Протянула. Беру трубочку, сгибаю пополам, одеваю капельку с этой стороны и буду плести ажурную ручку. Сейчас плету веревочку с двух трубочек. Как плести эту ручку подробно я уже рассматривала на канале. Ссылочка на видео у вас на экране. Все время наши трубочки рабочие будут выходить из-за средней стоечки. С другой стороны я тоже начинаю делать также ажур плести. То есть с этой стороны я вот чуть-чуть проплела. И с другой стороны тоже начинаю плести. Так, формирую ручку. Сейчас сложу их, чтобы выровнять можно было. Так, доплетаю до конца здесь. Так, увожу кончик вверх, а этот наращиваю и начинаю делать обмотку. Так, дальше продолжаю ручку. Вот я ее соберу ровненько и сделаю обмотку.
делаю блинчик и склеиваю его. Склеила носик. Добавляю носик на клей. Провожу, захватываю вот здесь вот так вот хвостик небольшой, вот я захватила край, и с этой стороны край, чтобы еще ручку зафиксировать. Вот она сейчас вот отходит вот так вот, чтобы ее зафиксировать и она не отходила, я буду плести хвостик вот на 4 стойках и делаю обмотку, закрываю эту трубочку на эту курочку. Эта курочка для большой семьи, то есть очень получилась такая большая, с такой необычной юбочкой. На плетение этой курочки у меня ушло 100 красных трубочек, 50 желтых, но это впритык. То есть желтых надо брать больше, где-то 60-70, и 250 оранжевых. Сразу после этого мастер-класса будут занятия по плетению этой курочки в прямом эфире. Если возникают какие-то вопросы, связанные с плетением, приходите на прямые эфиры и спрашивайте. Ссылочку на прямые эфиры после того, как они пройдут, я оставлю в описании под этим видео. Может быть, что-то мы изменим здесь. Это все, что я вам хотела рассказать. Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. Подписывайтесь на мой канал, находите меня в социальных сетях, контакты я оставляю в описании под видео. А также там вы найдете много полезной информации и ссылок. Задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо за внимание. До свидания.